Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. У нас расклад для рыб на сентябрь. Давайте посмотрим энергию сентября для знака зодиака Рыбы. Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в сентябре месяце? Энергия, с которой вы входите в сентябрь из августа. Что вас ждет в сентябре? Первая декада. Вторая декада. Третья декада. Энергия, с которой вы выйдете из сентября в октябрь. Так, у вас 4 фигурные карты. Хорошо. 4 фигурные карты, причем 3 из них перевернутые, могут говорить о большом количестве общения. Или эти карты показывают вас. Да, первый раз у меня такой расклад. Здесь 3 королевы и 1 король. Интересно. Хорошо, энергия, с которой вы входите из августа в сентябрь. Здесь ложится король силы. Карта у вас перевернутая. Вообще король силы — это очень позитивный человек, который обладает очень мощной энергетикой. И он положительно влияет на людей, которые находятся рядом с ними. Тут вот особенно он смог примирить животных, которые в природе являются врагами. Но когда эта карта ложится в перевернутом положении, она может показывать для вас время истощенных сил, бездействия, инерции или то, что ваша энергия сейчас разбалансирована. Да, здесь может карта показывать развод или разлуку с или ради или для короля силы. Но и в плане карьеры карта может показывать потерю должности для этого короля силы. То есть карта сообщает о человеке с разрушительной энергетикой. Возможно, этот человек сам лишился равновесия и баланса в своей жизни, но теперь это очень плохо влияет на вас. То есть его энергетика разбалансирует и вашу жизнь. Иногда это может выражаться в очевидных признаках негатива, таких как гнев, враждебность или постоянная депрессия. Но в других случаях вот эти вибрации могут быть тонкими и трудно распознаваться. Но вам говорят, вот сейчас вы будьте осознанны, потому что этот человек может быть обаятельным на поверхности, но манипулятором внутри. Если эта карта указывает на партнера в бизнесе или в любви, да, карта говорит, не торопитесь в оценке истинных вибраций, которые от него исходят. Может быть, ему просто нужно время, чтобы исправить себя. Но вам-то также нужно двигаться дальше. Вот вторая карта, это у нас первая декада сентября, здесь ложится королева роз. Вообще королева роз — это королева любви.
Это очень страстная, любящая, надежная женщина. Вообще карта любовной связи. Но когда она переворачивается, она может показывать на разлад или конфликт женщины в вашей жизни. Это может быть друг, член семьи, коллега на работе. Ну или для мужчин это может быть возлюбленная. Кто бы это ни был, сохраняйте спокойствие, будьте сосредоточены, и, возможно, вы сможете разрешить данную ситуацию, может быть, с помощью общения. Также эта карта может указывать вас или женщину, которую вы знаете, которая выходит из роли жены или матери. Здесь могут быть трудности с зачатием, или, может быть, ваши дети поступили учиться и уехали из родительского дома, или создали уже свою семью. Также здесь может присутствовать разлука с любимым, с любимой. Может быть, вы больше не резонируете друг с другом. Карта может показывать на разрыв отношений. По перевернутой королеве роз в вашей жизни сейчас может проходить этап трансформации. Отпустив тех, кто вами не дорожит, не уважает, вы можете обнаружить, что открываете свое сердце нежной заботе, которую вы действительно заслуживаете. Но также эта карта может указывать на глубокую рану в собственной любви к себе, о прошлом отсутствии заботы о себе. Сейчас вас призывают полюбить себя, и тогда Вселенная ответит гораздо больше любовью в вашей жизни. Вторая декада сентября. Здесь у нас опять королева, но это у нас королева свитков. Королева свитков – это женщина высшего разума. Возможно, она принесла в вашу жизнь какую-то важную для вас информацию или вдохновение. Но когда эта карта ложится перевернутой, она может показывать, опять же, на разобщение или разделение с умной женщиной, которая имеет очень сильные коммуникативные навыки или работает в сфере маркетинга или коммуникаций. Эта женщина может быть вашим другом, членом семьи, супругой, сотрудником на работе. Но это разделение может происходить из-за расстояния, разрыва, распада или для кого-то развода. Эта карта может показывать некоторые проблемы с или для этой женщины. Но также она может показывать и вас, или важную в вашей жизни женщину, которая может покинуть или потерять рабочее место, связанное с управлением, исследованиями, обучением или общением. И здесь может быть некоторая неопределенность по поводу будущего. Но королева свитков является женщиной мудрости и очень близкой к информации, содержащейся в хрониках Акаши. Карта говорит: обратитесь к этой своей стороне, и пусть сейчас хроники ведут вас. Третья декада сентября, здесь ложится шестерка ключей. Карта называется «Растущая луна». Да, растущая луна – это прибыль, это развитие. Но когда карта переворачивается, она уже ложится в позиции убывающей луны. То есть она может указывать, что в третьей декаде сентября будет небольшой период снижения, упадка. То есть луна убывает, и приливы чего-либо также убывают. Энергия, деньги, может быть даже творческие приливы некоторое время для вас будут напряженными. То есть вам будет казаться, что кругом преграды. Поэтому карты советуют вам экономить вашу энергию, а не тратить ее на бесполезные действия. Хотя вам может показаться, что будет трудное или сложное время, карта говорит: не тревожьтесь, это же не долговременно, Луна у нас действует циклично, поэтому сейчас просто расслабьтесь, отдохните, накопите энергию, ресурсы, время для роста и развития скоро вернется. И энергия, с которой вы выходите из сентября в октябрь, у вас ложится королева ключей, и карта ложится в прямом положении. И мы видим, что женщина в богатом убранстве стоит на крыше своего замка и оглядывает вот эти земли. И все эти земли также принадлежат ей. А вдалеке, вот здесь, возвращается домой ее супруг, король ключей, которого она встречает. Может быть, он возвращается с деловой поездки. То есть эта карта представляет властную, авторитетную женщину. Она очень чувственна, полезна, вдумчива, она уверена в себе.
в своем положении и авторитете, но также она может радоваться успехам других людей. Эта карта может показывать любовный интерес для вас или кого-то в вашей жизни. Кроме того, эта деловая женщина может представлять вас или кого-то другого, кто собирается подняться по лестнице успеха. Здесь могут ждать должности в банковской сфере, инвестициях, недвижимости или, может быть, в управлении. Но также здесь может быть работа на себя, то есть занять очень хорошее положение, но или повышение вашей финансовой независимости, вашего растущего авторитета или творческой автономии. Вот такой у нас получился прогноз для рыб. Непростой, но, судя по королеве ключей, это все к лучшему. Я благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего.